Элизабет Уоррен заявила, что она создает армию по борьбе с криптографией. О, дамы и господа, разве это не так забавно? Разве не она была той самой женщиной, которая выдавала себя за коренную американку просто ради влияния? Все это не более чем политическое позерство. И если вы думаете, что криптоиндустрия боится Элизабет Уоррен и Гэри Генслера, то вам предстоит сделать еще кое-что. Реальность такова, что после уведомления Coinbase и после этого криптоиндустрия объединяется сильнее, чем когда-либо прежде. Они начинают набираться смелости. Мы начинаем болеть друг за друга так, как и должны были болеть всегда. Прямо сейчас инновации в Соединенных Штатах находятся под угрозой, и я думаю, что это был предупредительный выстрел, который пробудил индустрию к жизни. А 18 апреля Том Эммер и другие члены Конгресса собираются подарить Гэри душевное спокойствие. Дамы и господа, я с нетерпением жду этого момента. И прежде чем мы перейдем к чему-либо еще, я хочу показать вам всем отличный отрывок из интервью Тома Эммерхада, в котором обсуждается эта позиция США в отношении криптографии и то, что, по его мнению, все это значит. Ближе к концу он перекликается с тем, о чем Ripple и Брэд Гарлингхаус твердят уже много лет. И мне действительно начинает казаться, что это наш последний бой. Неужели в Соединенных Штатах идет война с криптографией? Раньше я бы никогда не произнес этих слов, но мне кажется, что в этом году криптография все чаще подвергается нападкам различными способами, которые, я уверен, мы изучим. Неужели в США ненавидят криптографию, представитель Эммер? Что же здесь происходит? Не могли бы вы помочь нам разобраться в этом? Это гораздо более широкий вопрос. Если ты говоришь о гражданах США, которые верят в право на самоопределение, которые верят в свободу, и знаете ли в тот факт, что их правительство должно работать на них? Нам это нравится, не так ли? Нам очень нравится третий веб-сайт «Экономика собственности», идея о том, что мы можем вести бизнес напрямую друг с другом, и нам не нужны посредники. Это не значит, что они нам никогда не понадобятся, но мы сами должны их выбирать, не так ли? Когда ты говоришь об американском правительстве, я бы определил это как централизованные банкиры и правительство. Вот это как раз те самые люди. Давай просто вернемся в 2008 год, когда они в последний раз испортили нашу экономику, потому что их плохая денежно-кредитная политика привела нас к тому, что многие люди пострадали, очень многие пострадали. Вот тогда-то у тебя и появится белая книга Сатоши. Вот тогда-то и начинается знакомство с биткоином. И я верю многим из этих руководителей центральных банков, как здесь, так и по всему миру, но давайте просто сосредоточимся на США. Некоторые из наших крупнейших руководителей центральных банков, не только ФРС, но и некоторые представители частного сектора. Мы рассматриваем людей, которые занимались этим биткоином. И я гарантирую тебе, Райан, что они собирались сказать: «О, только посмотри на этих детей. Разве это не мило? Ты играешь со своими виртуальными деньгами». Это похоже на видеоигру, в которую они играют. А потом это продолжается примерно 2, 3, 4 года. Они говорят, эта штука действительно набирает обороты. Возможно, здесь что-то есть. И вот тогда, по моему мнению, они попытались ее уничтожить. Их цель состояла в том, чтобы попытаться остановить это явление. У них ничего не вышло. Так что угадай, что именно. Последние несколько лет они пытались смириться с этим. Сейчас как раз идет дискуссия о CBD. Сейчас как раз идет дискуссия о Федеральной резервной системе. Я имею в виду, что вся их идея заключалась в том, чтобы привлечь вас, людей и вашу аудиторию. Давайте познакомим вас с Центральным банком в цифровую эпоху, который является ничем иным, как инструментом наблюдения для правительства. Но угадай, что именно. Слишком многие из нас говорят «нет». Слишком многие из нас будут стоять у тебя на пути. Так что я смотрю на то, что произошло всего за последние несколько недель. Определенно, многие люди говорят о том, что у них может быть удушье. 2. Вы пытаетесь развенчать криптографию? Ну что же, ты должен мне сказать, является ли это совпадением, что мы потеряли Silvergate, Силиконовую долину и Signature в течение нескольких дней и пары недель. Я не думаю, что здесь есть какое-то совпадение, джентльмены. Закрытие крипто и высокотехнологичных банков, таких как Silvergate, Signature и Силиконовая долина, привело к тому, что криптоиндустрия в значительной степени осталась без банков. И я думаю, что отношение наших государственных регулирующих органов прямо сейчас, я думаю, отношение членов нашего кабинета министров, будь то казначейство, Федеральная резервная система, комиссия по ценным бумагам и биржам, все это отражает негативный аспект или взгляд на то, что мы пытаемся сделать. И в результате я думаю, что они рискуют отправить инновации, которые мы так долго пытались защитить, прямо сюда, в эту страну, прямо за океан. А теперь, дамы и господа, о которых вы слышали от Тома Эммерса, пожалуйста, посмотрите это видео от Брэда Гарлингхауса. Он заявляет, что заявление председателя СЭК Гэри Генслера о том, что он диктует, что такое ценная бумага, когда речь заходит о криптоактивах, а не законодательство, из которого это агентство черпает силу,
находится за пределами понимания. Пришло время выборным должностным лицам в Соединенных Штатах обратить на это внимание. Когда ты ведешь себя как автократ, у тебя есть $2 за $2. Агентство стоимостью в $1 миллиард. Почему ты вообще хочешь внести ясность в то, что происходит внутри или снаружи? Без четкой юрисдикции маскировка двусмысленности – это сила. И это идет рука об руку с тем разочарованием, которое я испытываю по поводу позиции криптовалют. И если говорить лично, то именно здесь мы все занимаем такую решительную позицию. Чего вы все не понимаете, так это того, что они пытаются отговорить всех нас от желания владеть криптовалютой, вводя жесткое регулирование, чтобы должностные лица, миллиардеры и учреждения стоимостью в $1 триллион могли получать копейки за доллар, чтобы затем они могли щелкнуть выключателем, отправить цены на Луну. А затем подготовьте все эти институциональные продукты для того, чтобы все вы могли их продать, а также для продажи в качестве ликвидности на выходе. Я повторяю еще раз. Схема Понци продолжается по сей день. А затем, несмотря на все это, они введут в действие цифровые валюты своего центрального банка. Получите весточку от компании Wall Street Silver. В нем говорится, что ЕС собирается ограничить наличные и криптоплатежи, которые могут приниматься лицами, предоставляющими товары и услуги. А также они устанавливают лимиты в размере 7000 евро для наличных платежей и 1 евро для криптопереводов. Все это является шагом на пути к созданию цифровой валюты Центрального банка. И мы так близки к тому, чтобы принять закон CBD во всех этих крупных странах, что они действительно начинают протестовать против этого в Великобритании. Ты теряешь наличные деньги, и вот чего мы не должны позволять им делать, когда мы теряем наличные деньги, если мы потеряем наличные деньги. А у вас есть только цифровые валюты Центрального банка, компьютер узнает, что именно ты пытаешься сделать, еще до того, как ты это сделаешь, и они помешают тебе это сделать. Если, к примеру, тебе скажут, что ты не можешь отходить от своего дома дальше, чем на 5 миль, ты попытаешься купить бутылку воды в 6 милях от дома, но у тебя ничего не получится. Я вовсе не шучу. Вот и все те многочисленные причины, по которым тебе следует хранить наличные деньги при себе. Просто оскорбительно, что политики считают, что они имеют право на всю вашу информацию в любое время. А также, дамы и господа, именно в этом заключается важное послание. Этот человек на 100% бодрствует, и все вы должны понять, что мы находимся на пороге глобального внедрения CBD и финансовой революции, которая приближается к кульминации в один прекрасный момент. На планете растет напряженность в отношениях между Востоком и Западом. Ты не поверишь в это, но это все равно остается правдой. Дедоларизация мира и отказ от традиционной системы SWIFT происходит в режиме реального времени. Саудовская Аравия сотрудничает с Китаем в строительстве китайского нефтеперерабатывающего завода за 83,7 миллиарда вон или $12. Это $1 миллиард. Здесь мы видим, что Саудовская Аравия вступила в торговый союз с Китаем, Россией, Индией, Пакистаном и 4 другими странами Центральной Азии, чтобы еще больше отойти от зависимости от доллара. Китай и Бразилия собираются заключать сделки в своих собственных валютах и отказываются от доллара. Китай и Франция завершили первую сделку по торговле сжиженным природным газом с использованием китайской валюты, положив конец зависимости от доллара США при торговле энергоносителями. Китай и ОАЭ завершили первую в мире сделку по торговле сжиженным природным газом, что нанесло удар по доминированию доллара США. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии рассмотрела возможность отказа от доллара, евро, иены и британского фунта стерлингов в качестве своих местных валют для финансовых расчетов. И вот здесь, по-видимому, была проведена операция под названием «Песочный человек», которая якобы представляет собой сотрудничество более чем 100 стран, согласившихся одновременно продать свои казначейские активы США. И все это будет отправлено обратно в США, чтобы обрушить курс доллара в режиме реального времени. Дамы и господа, все эти происходящие события, эти массовые банкротства банков, запуск системы ИСУ в прямом эфире. Эти страны, работающие в унисон над тем, чтобы избавиться от доллара, не являются случайным совпадением. А ты тоже не думаешь, что напряженность в отношениях между Россией и Соединенными Штатами прямо сейчас тоже является случайным совпадением? Ни в коем случае это не так. Каждый раз, когда предпринимается попытка дедоларизации, Америка впадает в ярость. Дамы и господа, в завершение сегодняшнего видео я собираюсь показать вам ряд примеров за последние пару десятилетий, когда страны пытались построить свою собственную денежно-кредитную систему
и как отреагировала Америка. У нас была привилегия иметь мировую резервную валюту, но мы злоупотребляли ею. Мы ввели санкции против целых стран. А затем мы атаковали другие страны, которые пытались создать свою собственную финансовую систему. Причина, по которой это происходит, заключается в том, что ключом к американской империи является доллар США. И поскольку он будет падать прямо сейчас, то же самое произойдет и с американским влиянием на весь мир. Но если история подтвердится, то мы не сдадимся без массированной борьбы. В течение следующих нескольких дней именно здесь бычий настрой приобретет очень серьезный геополитический характер, поскольку вам нужно больше контекста для каждого отдельного члена армии КСРП, чтобы точно знать, почему и как все будет происходить. Оставайтесь на прежнем курсе, друзья мои, это будет ухабистая дорога. Но подобно Фениксу, восставшему из пепла, сообщество КСРП превратится в новый 1% населения.